Друзья, всем привет! Записываю видео обзор. Это не тестирование при первой распаковке, это именно уже обзор устройства обкатанного. Я рассказываю о том, как оно мне понравилось, не понравилось, делюсь какими-то найденными проблемами и вообще моим впечатлением об устройстве. Речь идет о ТВ-приставке или медиаплеере, называйте как угодно. Медиаплеер называется Nextbox A95X. Я уже делал ранее распаковку на этот медиаплеер. Теперь давайте посмотрим, как он у меня работает, и немножко о нем поговорим. Сейчас я произвожу холодный старт устройства. Оно сейчас выключено из розетки. Вначале давайте я включаю телевизор, и мы смотрим скорость включения самого медиаплеера. Телевизор готов к работе. Включаем саму приставочку. Засекаем время. Пошел запуск. Так, заставочка. Обратите внимание, почему я так щепетильно обращаю внимание, что это холодный старт. У приставки есть быстрый старт, то есть выключение, например, с пульта и включение. Оно происходит существенно быстрее. Вот смотрите, сейчас мы получили запуск, так скажем, холодный старт ТВ-приставки. Теперь я беру пульт и выключаю приставку. Вот она сейчас уснула. В рабочем режиме приставка светится синим светодиодом, а при выключении она светится красным светодиодом. Допустим, вот устройство было какое-то время выключено, и вы хотите, вы же не будете каждый раз приставку выдергивать из розетки, вы всегда будете включать и выключать ее пультом. Вот посмотрите, как быстро происходит теплый старт. Давайте, нажимаю. Я не знаю, прошла секунда, по-моему, приставка уже готова к работе. Кстати, обращаю внимание своих подписчиков, что на канале у меня сейчас идет небольшой розыгрыш. Достаточно интересный подарок разыгрывается. Ссылка на этот розыгрыш будет в описании к видео. Я не менял стандартную по умолчанию вот эту оболочку. Ее можно поменять, кстати. Вот эти вот интересные оповещения звуковые, они о чем-то сообщают, но, если честно, по результатам месяца использования я до сих пор не знаю, что обозначают эти звуковые оповещения. Не знаю, я не разобрался. Значит, я управляю устройством посредством мыши и совсем немного пультом. То есть, вот я подключил внешнюю мышь, вот курсор, пожалуйста, бегает. Почему я не стал менять стандартный интерфейс? Объясню. В принципе, здесь сгруппированы все в основном используемые мной приложения. В основном я смотрю YouTube. Вот, еще кое-какие там интернет-кинотеатры. Наше кино, Клод ТВ, Иви, Коди, Now.ru, Мегаго, Пирс ТВ. По мере надобности, здесь это Android, можно поставить любой из приложений и смотреть, соответственно, фильмы в нем. Еще раз, про оболочку графическую, вот эту вот стандартную. В ней очень удобная очистка памяти. Я бы не обращал внимания на этот пункт, если бы память устройства так быстро не забивалась. Вроде бы памяти достаточно, но вот смотрите, мы только что стартанули систему, 78% занято. Вот эта кнопочка позволяет нам выгрузить все запущенные приложения и оптимизировать текущую память. Это очень удобно. То есть ту оболочку, на которую вы будете менять эту стандартную, однозначно нужно тоже в нее добавлять вот это вот средство оптимизации. Потому что все-таки использование памяти в данной приставке не очень удобно. Так, теперь давайте откроем, например, какой-нибудь онлайн-кинотеатр, например, давайте Мегаго, например, откроем, посмотрим скорость запуска Мегаго. Скорость работы интерфейса достаточно хорошая, скорость воспроизведения фильмов замечательная. Я практически не замечаю лагов при воспроизведении фильмов в любом качестве. Единственный момент есть при работе с
YouTube. Как только мы запустили приставку и стартанули первый раз YouTube и запускаем сразу же какое-то видео на просмотр, первые где-то может быть секунд 5-10 воспроизведением видео может идти в низком качестве. Что-то Мегаго подвисло, смотрите, вот вообще да, то есть я бы хотел бы сказать, что устройство на твердую пятерку. Но все-таки периодически какие-то проблемы с устройством возникают. Иногда приложения запускаются не с первого раза. Иногда, например, даже YouTube откроется, закроется. То есть некоторые проблемы все равно, конечно же, есть. Вот. Хорошо, давайте тогда возьмем, например, Eevee. Доступно. Мы не будем скачивать. В принципе, вот видите скорость запуска приложения. Она достаточно высокая. Скорость работы графики за счет GPU Mali тоже хорошая. Естественно, как я уже сказал, не тормозят ни фильмы, ни интерфейс работы с различными приложениями. Так. Ага, вот фильм «Дьявол». Кстати, я его недавно как раз-таки уже посмотрел. Любопытный фильм, аргентинский. Кстати, могу рекомендовать. Так, ладно, выходим из Eevee. Так, память 75 занята. И вот после работы с каждым приложением у меня уже выработалась привычка с этой приставочкой. Всегда очищаю память для того, чтобы последующие приложения сразу стартовали очень быстро. Иначе происходит действительно какое-то подлагивание из-за нехватки памяти. Так, My Apps. Ну вот, что я тут поставил уже, можно посмотреть. Активный гражданин, Яндекс Деньги, Яндекс Маркет, Яндекс Штрафы, Наше кино, Bash.im, Cloud, File Browser, Flight Radar, кстати, работает неплохо. Мне понравилось, как оно работает. Вот это приложение я использую, действительно. Кто не знает, это приложение по отслеживанию, так скажем, воздушного трафика. То есть самолеты в небе, что, откуда, куда летит. И так далее. Это офигенный сервис. В принципе, он должен нормально открываться. У меня он, по крайней мере. Так, ну-ка найдем Москву. Москва, Домодедово. У меня отключено автоматическое отслеживание моего местоположения. Ну, в принципе, я против этого. Вот, пожалуйста, можно проследить трафик сейчас в районе Москвы, где я и нахожусь. Так, вот, например, летит самолет. Аэрофлот летит, смотрите, пожалуйста. Да, вот даже можно, здесь есть расширенные функции. Аэрофлот. Так, это у нас что за самолет летит? Алиталия летит. Так, Алиталия. Ну-ка посмотрим, что у нас за самолетик-то летит. Угу. Можно сразу через браузер посмотреть фотографии даже самолетов. По-моему, даже там была функция просмотра кабины данной модели самолета. Вот, а это что там улетает от нас за самолетик? Газпром Авиа. Вот таким образом. И все работает достаточно быстро. Никаких тормозов. Да, действительно, эта приставка за счет мощного 4-ядерного процессора работает очень быстро. Действительно, его с запасом хватит для каких-то развлечений, просмотра кинотеатров. В принципе, можно Skype поставить, подключить камеру. Я, единственное, это не проверял, но я так понимаю, что должно работать достаточно неплохо. Можно воспроизвести, допустим, фильм с внешнего накопителя. Давайте сейчас я подключу флешку. Так, флешка подключена. Заходим в Local, файл браузер, USB-A. Ну, например, фильм у нас здесь Дэдпул. Cloud TV. Окей. Кстати, столкнулся с некоторыми сложностями с аудиокодеками. Наверняка эта проблема как-то решается. Давайте остановим. Поясню. Некоторые из фильмов у меня воспроизводились без звука. Но это
на самом деле перебором различных плееров, которые даже уже установлены. Также я, например, дополнительно поставил MX плеер. Давайте сейчас, вот, по-моему, при воспроизведении с MX плеером у меня были проблемы. Хотя, в принципе, я очень люблю этот плеер. Вот смотрите, какие плееры у меня установлены. Cloud TV. Вот, кстати, в Cloud TV проблем с кодеками я особо не видел. Ну, стандартный видеопроигрыватель, Kodi, Movi Player и MX Player. Вот, по идее, я бы предпочел все проигрывать в MX Player. Ну, давайте посмотрим. Вот видите, фильм уже играет, да, а звука нет. Причем это не проблема с настройкой громкости, да. Причем это не проблема... Так, декодер. Вот давайте аудиодекодер, например, подключим программный. Видите, все равно программный, аппаратный декодер можно включить. И вот как бы я ни игрался, по умолчанию есть проблемы. Видите, звука нет. Соответственно, фильм не посмотреть. То есть его можно посмотреть только если выбрать в данном случае Cloud TV. И тогда будет все со звуком и играться хорошо. То есть есть некоторые проблемы с кодеками. Наверняка они как-то решаются. Установкой дополнительных там каких-то кодеков, может быть, что-то можно как-то пошаманить. Но я отдал деньги за устройство. Я бы хотел, чтобы оно из коробки подключилось и воспроизводило в MX плеере все. С предыдущей ТВ-приставкой это был Iconbit Tucan W. Таких проблем с кодеками я вообще не замечал. Достаточно старая приставка, достаточно медленная, тормозная, очень долго запускалась, но она играла беспроблемно. Я несколько огорчен. Вот, например, за проблему с кодеками, за зависание некоторых приложений, за некоторые лаги по памяти. Я снижаю оценку с твердой 5 до где-то 4 с плюсом, ну или может быть 5 с минусом с некоторыми оговорками. На устройстве, соответственно, есть рутовые права. Соответственно, вот я, например, поставил приложение Lucky Patcher. Кто продвинутый пользователь Android знает, что это за приложение. Это приложение позволяет отключать рекламу, находить различные патчи и устанавливать их к разным приложениям, которые позволяют получить дополнительный функционал этих приложений. Вот он здесь, пожалуйста, работает, все в порядке. Можно прошивать все. Панель настроек здесь, да, она уже такая, в отличие от, допустим, какого-нибудь там 4-го андроида, она уже такая более интересная, более интеллектуальная. Давайте, например, посмотрим, например, об устройстве раздел. Вот обновлений нет. Кстати, у меня, по-моему, было одно из обновлений. Юридическая информация, модель, версия 5.1.1. Версия 5.1. Lollipop. Пожалуйста. Так, прочие настройки, дата, время, языки. Пожалуйста, все. HDMI различные, пульты и так далее. В распаковке я говорил о каком-то продвинутом пульте. На самом деле этот пульт вполне себе обычный. Ну да, есть у него режим включения экранной мыши. Да? То есть включаем кнопочкой мышь и вот курсором этой мышью двигаем. Неудобный режим. Гораздо удобнее. У меня, например, режим физической мыши. Так, что относительно IPTV, в принципе, я его не очень жалую. Единственное, вот у меня вот есть такое приложение, которое, наверное, все-таки к IPTV относится, Pierce TV. Так, открываем какой-нибудь, ну, я не знаю, белка и стрелка, как по карусели идет, мультик. Давайте откроем. Конечно же, рекламка тут идет обязательно. Разворачиваем на полный экран. И вот мы с вами смотрим телевидение.
принципе, можно смотреть, качество меня устраивает. В общем-то, никаких проблем с просмотром телевидения тоже у приставки нет. Что еще вам рассказать? Ну, допустим, давайте откроем интернет-браузер. Сейчас он уже открывался, ну, еще раз давайте откроем. Можно поставить, конечно же, Chrome, можно поставить Delphin, можно поставить любой другой браузер, который вам нравится. Так, ну, давайте что-нибудь, например, поищем. Ну, например, Nextbox A95X. Вот мы сейчас его найдем. Вот мы найдем его картинки. Да, вот он этот. Да, так выглядит коробка. Все верно. Так он выглядит. Он действительно очень маленький. Действительно компактный. Например, вот его держит в руках. Все так и есть. Вот, например, его внутренности. Можно тоже рассмотреть. Так он выглядит изнутри. Четырехъядерный, 4-битный. Есть версия 4К. Есть какие-то другие варианты интерфейса. Обратите внимание. Интересно. Ну вот, вы видите, даже браузер, все работает достаточно сносно. Вот, общее впечатления мои позитивные. Устройство я однозначно рекомендую к покупке, потому что за такие деньги вы действительно получаете быстрое, удобное устройство. Медиаплеер достаточно компактный. Вы можете его легко спрятать за телевизором. Единственное, конечно, лучше его ставить таким образом, чтобы все-таки сигнал от вашей беспроводной мыши, скорее всего, вы будете использовать с ним беспроводную мышь, чтобы он ловился все-таки хорошо, потому что при определенном удалении от телевизора, еще от каких-то преград, все-таки могут быть некоторые сложности с работой мыши. Вот давайте я сейчас буду удаляться, покручивая вот как-то мышку буду. Так, вот я. Вот, небольшие лаги, небольшие лаги, небольшие лаги. Так, ну вот видите, я удаляюсь, вот мышка у меня уже где-то предел, да, то есть уже начинает подтупливать. Ну, в принципе, лежа на диване вполне комфортно управлять устройством беспроводной мышью. Наверное, пока это все мои впечатления. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы по устройству, пожалуйста, задавайте. Потому что, в принципе, все, что я хотел вам рассказать, я уже рассказал. Позитивными ощущениями об устройстве поделился. Да, я это видео записываю по вопросу подписчика. Неудобно, когда уже подписчики начинают напоминать об обещанном обзоре на устройство. Распаковку устройства, потому что вызвало достаточно большой интерес. Очень много просмотров на это видео было. Поэтому хочется сделать действительно максимально подробный, качественный обзор. Не просто как тест при распаковке, потому что при нем еще ничего не понятно. Я записываю, конечно, видео уже после месяца использования и уже знаю, что от устройства ожидать. Да, небольшие косяки есть, проблемы с кодеками. В принципе, все решаемо. То есть никаких кардинальных проблем у устройства нет. Возможно, с обновлениями операционки, с обновлениями вот этой вот оболочки, наверное, и эти проблемы через какое-то время исчезнут. Главное, что само устройство достаточно удачное и недорогое. А для нас это с вами главное. Ну все, я на этом прощаюсь, ребята. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, писать грозные комментарии. Всем спасибо, удачи, пока.